Воскрешение Годжо, применение проклятой техники Киндзяку и полное недоумевание Сукуны, рождение нового монстра и возобновление битвы сильнейших 2.0. Гага сотворил нечто совершенно неожиданное. Такого поворота событий, вероятно, абсолютно никто не ожидал. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. 261 глава магической битвы продолжается с момента, как Итадори поразил противника черной молнией, после чего в буквальном смысле своими когтями начал разрывать грудную клетку двуликому. Главный герой намеревался сокрушить короля проклятий и уничтожить его сердце. А вспоминая, что из-за этого ублюдка погиб Чоса, Юди переполняла ярость, становясь словно хищником, разрывающий плоть своей добычи. Сукуна же, несмотря на все откаты и выгорание техник, собирался применить расширение территории, чтобы избавиться от этого надоедливого мальца. Однако внезапно его взор устремился на появляющуюся фигуру из дыма. Перед ним постал Сатору Годжо, тот, кого он лично прикончил собственными руками. Но вот это был никакой не призрак или галлюцинации, это был именно тот, кого прозвали сильнейшим шаманом современности. Сукуна просто не мог поверить собственным глазам и считал его появление здесь совершенно невозможным. Он точно удостоверился в смерти обладателя 6 глаз. Вот только далее нам открылась еще более шокирующая картина. На лбу Годжо были швы в точности как у Киндзяку, что привело в еще большее недоумение Сукуны. Но спустя мгновение к нему дошло, что это был не Кен и не Годжо, а кто-то совершенно другой. После чего король проклятий в сию же секунду вышвырнул Итадори прочь, заявив, что «я совсем недооценивал тебя, раз уж ты решился пойти на столь безумный выбор, Юта Акоцу». Да, ребятки, новым противником двуликого был не Сатору Годжо и не Киндзяку, а Юта. Далее нам показывают флешбэк о том, как шаманы обговаривали подобное решение со стороны Акоцу. Маки изначально была категорически против такого поступка, но Хакари был не против, только с условием, если это будет их крайняя мера в случае, если все шаманы будут побеждены. Панда тоже был не против, что в случае смерти Сатору, используя Рику, Юта скопирует проклятую технику Киндзяку перемещения мозгов других людей, чтобы сражаться против Сукуны, используя тело Годжо-сенсея. Ведь так они действительно смогут поднять свои шансы на победу. Кусакаба же в силу своих убеждений предложил Юте попробовать просто скопировать технику безграничности. Однако, по словам Сёко, это было невозможно, и по безграничную пустоту невозможно было использовать без 6 глаз, которые в свою очередь, опять-таки по ее словам, не являются техникой, а были физической особенностью тела Годжо. Маки же после задала закономерный вопрос, что же произойдет по истечению 5 минут, поскольку скопированные техники он может использовать лишь в течение этого ограниченного времени. Но даже сама Коцу не знал ответа на этот вопрос. Однако Мэй предположила 3 теории вероятности. Первая — это если техника Киндзяку окажется действующей лишь на определенное время, то в таком случае Юте не удастся сохранить ни душу, ни тело, после чего его будет ждать смерть. Во втором же случае, если техника окажется прерываемой, тогда он также умрет, но не сразу. И в третьем случае, если техника Киндзяку окажется одноразовой, тогда Юта сможет сколько угодно пользоваться безграничностью, не сковывая себя больше 5-минутным лимитом. Однако после завершения перемещения между телами он навсегда останется в теле Годжо. Сам Акоцу был готов к такой участи, но после того, как он лично попробует сразиться с двуликими, используя свою территорию. А если ему все же не удастся победить, тогда он переместится в тело Годжо. Маки раздражало то, как он легко принял это решение, а Кусакаба же подход Акоцу считал несколько негуманным по отношению к Годжо. Их противоречия в конце концов вывели Юту из себя, ведь как они вообще могут говорить о гуманности, если на кону сейчас стоит их собственная жизнь в битве с Рёмин Сукуной, сильнейшим шаманом в истории. Он не понимал, неужели не боялись, что ему придется стать новым монстром, когда в ту же очередь все это время подталкивали Годжо-сенсей к тому, чтобы он стал таким. И если кто-то другой не готов принять эту роль, тогда Юта сам примет эту участь и станет новым монстром, сокрушив
Двуликого. Но прежде чем так поступить, Акоцу спросил разрешения у самого Годжо-сенсея, которому, впрочем, было наплевать, что будет с его телом после смерти. Но прежде всего он изначально не собирался проигрывать этот бой. Вот только Годжо все же смущал тот факт, что Сёко вообще не была против такого. Но раз на то пошло, Сатору упомянул, что родословная Юты намного лучше его собственной, так что будет хреново, если он облажается, заполучив такую возможность. После же, отправляясь к тому самому моменту битвы с Сукуной, Годжо попросил всех уйти отсюда, ибо он не хотел, чтобы его ученики застали такую кровавую бойню, поскольку если они покинут это место, Гакуганди станет главным в штабе, и по его мнению, он бы не допустил такой ситуации, как в Сибуя. Вот только его ученики отказались уходить, ибо не хотели сбрасывать всю эту ношу только на одного Годжо-сенсея. Однако Сатору не прислушался к их мнению, поскольку считал, что он сам остался слишком позади и не заметил изменений Сугуру Гетто, так что теперь он хотел наверстать упущенное. Ну а так как мы уже знаем исход этой легендарной битвы, мы переносимся в операционную, где узнаем, что Сёко взяла к себе в команду Амаи, поскольку его проклятая техника могла увеличивать сахар в собственном теле и вводить его другим людям. Переходя к перемещению между телами, Нита как только смог попытался помочь Юте, но ему не удалось его полноценно исцелить, поскольку он был так же, как и Годжо, рассечен пополам разрезом мира. Но Акоцу смог еще кое-как двигаться и находиться в сознании только благодаря Рике, но и этот эффект был не бесконечен, так что у них не было права на ошибку. Сёка же все это время сшивала тело Сатору, и по окончанию своей работы она сказала Юте, чтобы он после завершения перемещения сразу же использовал обратку на полную для того, чтобы восстановить свое новое тело. И затем, возвращаясь в настоящее время, мы видим, как эти два монстра применяют расширение территории, начав битву доменов, демонической гробницы и безграничной пустоты. Также в это время рассказчик объясняет нам, что в своем предыдущем бою Годжо нашел способ, как бороться с безбарьерной территорией Сукуны. Так что Гэга начинает вновь битву сильнейших, короля проклятий против Юты Акоцу в теле Годжо. Вот только пока непонятно, стал ли Юта теперь сильнее своего сенсея, ведь сам Годжо указывал на его выдающуюся родословную. Ну что, ребятки, эта глава просто какая-то безумная. Многие наверняка просто не ожидали, что возвращение Годжо будет продемонстрировано именно таким способом. Кстати, смешной момент получается. Киндзяку говорил, что Юте никогда не достичь уровня Годжо, но в сегодняшней главе он буквально стал Сатору Годжо. А ирония была в том, что стал он таким как раз таки благодаря технике самого Киндзяку. Да и сейчас вспоминаются слова Ураумы о том, что шаманы новой эпохи не могут достичь всеподавляющей силы, будучи одержимым идеей оставаться людьми. Но Юта в прямом смысле переходит границу человечности для того, чтобы достичь могущества, превосходящее его противника. Интересно, как в этом противостоянии будет отыгрывать Сукуна. Он ведь и так довольно потрепанный, а после боя с Итадори в теме Стода и подавно. Кстати, как вы относитесь к такому возвращению Годжо? И как теперь смотрите на Юту? Читерно это или нет, учитывая тот факт, что у него действительно была возможность использовать технику Кена в битве с сильнейшим шаманом в истории. Чувствую, глава 262 будет просто разнос. Это хоть и не сам Годжо, но теперь-то его сила находится в руках Юты Акоцу. Интересно будет посмотреть, как он ею воспользуется. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.